Более 20 лет назад Вышел невероятный дебютный альбом Linkin Park Hybrid Theory. Будучи признанным одним из лучших рок-альбомов 21 века, он катапультировал группу к славе и положил начало их долгой успешной карьере, при этом выводя рок-музыку на передний план популярной культуры. Вот вам 10 фактов, которые вы, скорее всего, не знали об этом альбоме. Факт первый. Первоначально группа называлась Hybrid Theory. Группа Майка Шиноды и Брэда Делсона Zero претерпела пару изменений в составе, прежде чем они познакомились с Честером Беннингтоном. Как только Честер пришел в группу в качестве нового вокалиста, они сменили название на Hybrid Theory. После записи одноименного демо EP им пришлось снова сменить название из-за валлийской электронной группы Hybrid, но все-таки они использовали его в названии своего дебютного альбома. Факт второй. Изначально Hybrid Theory была демкой. Linkin Park записали и самостоятельно спродюсировали демо-кассету, основанную на песне, которую Шинода написал вместе с бывшим вокалистом Марком Уэйкфилдом. В то время как некоторые треки были переименованы и использованы, большинство песен из демо попали на альбом, за исключением Carousel и Part of Me. Факт третий. Они провели более 40 показательных выступлений перед представителями лейблов. Как только демозапись была подготовлена, группа отыграла более 40 различных выступлений для представителей лейблов. «Мы просто продолжали работать», — говорил Беннингтон Metal Hammer. «Большинство групп уже сдались бы после третьего отказа, но не мы. Мы отыграли в общей сложности 45 раз и считали, что если эти ребята не понимают, какой у нас материал, значит они невероятно тупы. Мы знали, какой у нас материал, и никогда в нем не сомневались». Факт четвертый. Лейбл пытался избавиться от Майка Шиноды. Во время репетиции во время альбома Hybrid Theory Warner Brothers фактически пытались избавиться от Шиноды. На самом деле, представители лейбла провели частную встречу с Беннингтоном, чтобы попытаться убедить его выгнать своего партнера по группе. Они хотели, чтобы какой-нибудь рэпер из Нью-Йорка, которого никто не знал, пришел и записал вокал на пластинке, говорил Беннингтон журналу Metal Hammer. «Мне просто хотелось дать этим идиотам по морде, потому что они не понимали, о ком они говорят. Они очень сильно недооценивали Майка. Майк – один из самых продуктивных авторов песен нашей эпохи. Я думаю, одному богу известно, сколько у нас было хитов, но если бы не Майк, у нас бы не было ничего». Факт пятый. Агрессивность альбома была вызвана конфликтами во время записи. Продюсер Дон Гилмор был больше знаком с продюсированием рок-групп, поэтому он предоставил Linkin Park большую творческую свободу, когда дело дошло до песен в стиле хип-хоп. Но когда лейбл остался недоволен тем, что они услышали, это начало вызывать некоторое напряжение в студии. Борьба за власть стала частью процесса создания этого альбома, объяснил Шинода ресурсу Billboard. Некоторая напряженность и отчаяние, которые ощущаются на альбоме, связаны именно с этим. Факт шестой. A Place for My Hair была одной из самых ранних песен, написанных Шинодой. Шинода рассказал Metal Hammer, что A Place for My Hair была написана сразу после того, как он окончил среднюю школу. Самые ранние наброски этой песни из Hybrid Theory были написаны в доме моих родителей, когда я только закончил среднюю школу, вспоминал он. A Place for My Hair была одной из моих первых песен, но я не думал о написании альбома в то время. Я едва ли рассматривал возможность создания группы. Факт седьмой. Честеру Беннингтону сначала не нравилась песня In The End. Хотя в конечном итоге эта песня стала визитной карточкой группы и невероятным хитом, Беннингтону песня поначалу не нравилась. «Я никогда не был поклонником In The End и даже не хотел, чтобы эта песня присутствовала на пластинке», честно признавался он в E-Music. Насколько же он был неправ. В тот момент я по сути решил, что не понимаю, о чем я вообще говорю, поэтому это работа других людей, которые действительно умеют каким-то образом выбирать песни для альбома, которые понравятся людям больше всего. Факт восьмой. Часть Shut Up is One Step Closer была вдохновлена Rage Against the Machine. Шинода рассказывал Billboard, что часть One Step Closer, где Беннингтон кричит «Shut up when I'm talking to you», была вдохновлена Rage Against the Machine песней Killing in the Name, а именно строчкой «Fuck you, I won't do what you tell me» в конце песни. Мы хотели, чтобы подобный момент был в одной из наших песен, и мы были в студии, писали и переписывали One Step Closer, и в конце концов мы так разозлились, что Честер просто записал слова о том, как он был зол за то, что его постоянно заставляли переписывать. Факт девятый. Crawling и With You были самыми трудными песнями для Беннингтона. В беседе с Linkin Park Underground Беннингтон отметил, что Crawling и With You были самыми сложными песнями для исполнения вживую. «Я бы сказал, что Crawling доставил мне самое большое количество проблем вживую, больше, чем любая другая песня», — сказал он. «Просто потому, что там присутствует эта длинная нота, которую надо держать. Но я думаю, кроме Crawling, я бы еще добавил в этот список With You».
Факт 10. Это самый продаваемый дебютный альбом 21 века по состоянию на октябрь 2019 года. Hybrid Theory разошлась тиражом более 32 миллионов копий по всему миру. Это самый продаваемый дебютный альбом 21 века. Друзья, не забывайте подписываться, ставить лайк и жать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о ваших любимых группах. Спасибо за внимание.